Ребята, я вдохновенно работаю над новым курсом. Будем рисовать. Чайник медный, гранат. Я уже говорил об этом. Просто хочу передать вам это вдохновение. Работа заряжает. Я вижу, что это очень и очень важно для тех, кто серьезно хочет изучить рисование, независимо от возраста. И живопись. Прежде чем писать, мы же должны на форму класть мазок. Ее нужно понимать, как она устроена, конструкцию формы. Об этом и мы будем изучать на этом курсе, и плюс живопись, естественно. Меня очень радуют рисунки и живопись студентов групп, которые сейчас в моей онлайн-школе активны. Посмотрите на эти работы. Я хочу, чтобы вы заразились творчеством по-настоящему. И все получается у тех, кто хочет измениться в сторону мастерства, кто хочет расти. Так что присоединяйтесь. Нок Нео. Расскажите о белом натюрморте, который вы наверняка писали в академии. Помню, как эта задача перевернула мое мировоззрение. Я очень советую, кстати, да, было такое дело, очень советую белое на белом. Белые предметы, они же все равно с каким-то нюансом. Вот машины, например, красят белой краской, так они чуть-чуть теплые, чуть-чуть зеленоватые. Весь этот белый, он разный. Это помогает тоньше видеть различия. Белое на белом. В цветах, в собственных тенях, в падающих тенях. Короче говоря, очень рекомендую. Что тут расскажешь? Это просто нужно делать как задание. И, кстати, хорошая идея. Может быть, я об этом подумаю и сделаю на эту тему тоже урок. Сарочка, Вячеслав, сколько красок надо брать с собой в поездку и какие, чтобы не тащить лишнее? Да возьмите акварель, она же немного весит. Или, темпера тоже тяжелая, да? Но если поездка недолгая, темперу можно выдавить, например, в ванночке. Такая вот с резиновой каемочкой, такая палитра есть пластиковая. И она не сохнет там. Я уже ее 100 раз показывал. Но акварель можно брать. Если вы все-таки маслом намерены работать, давайте по порядку. Белил побольше, раза в 4-5, чем остальных красок. Потом я что беру? В первую очередь, да? Зеленую ФЦ, окись хрома можно игнорировать, не брать, потому что ее составить можно, например, из черной. Черную тоже можно не брать, да? Хорошо, из коричневой темно, ультрамарин темный, ФЦ, синяя, небесная, голубая, кобальт, синий можно по желанию, может обойтись можно, да? Дальше королевская голубая, я ее люблю, можно тоже обойтись. Потом охра желтая, охра красная можно обойтись, умбра жженая или вандик, либо то и другое, можно что-нибудь одно. Из каких-то темных красок, красных, краплак какой-то, да, например, и потом кадмий красный светлый. Я уже обхожу кадмий красный темный, потому что если вы минимум берете потом оранжевый какой-то кадмий, желтый какой-то один. Я люблю 2, конечно, и темный кадмий, и светлый, или средний, и стронциановый. Вот какой-то такой набор. Исходя из него, можно создавать шедевры. Хелен Прайм. Я тоже благодарна вам, Вячеслав. Увлеклась натюрмортом. Вот это номер. Это так. 3 буквы 4А. Удивительно, так удивительно, когда из простой постановки предметов на холсте появляется живописная красота. Это правда. Спасибо большое и за урок по композиции натюрморта. Спасибо вам. Он мне невероятно помог. Это очень приятно. Композиция в натюрморте – это номер 52 в моей онлайн-школе. Можете посмотреть, взглянуть на него. Отзывы вы уже сейчас услышали. А там есть видеоанонс, можете видео посмотреть. Он, в общем-то, из большого количества работ, которые разобраны по косточкам, и это помогает настроить правильное мышление, вообще на понимание живописи, и в натюрморте в частности.
Так, это очень увлекательно, выставлять предметы так, чтобы они завладевали вниманием смотрящего на них и вели его в заданном направлении. Спасибо вам, Хелен Прайм. Я тоже не очень любил натюрморты, пока не почувствовал, что какие-то из них, вообще великих мастеров, меня сильно трогают. И я так удивился. Господи, подумаешь, предметы какие-то и могут так сильно трогать. И я понял, что трогает-то на самом деле свет, который посредством красок, выложенных на холсте, на картонке, так сочетания их работают, что ты заворожен. Ты не можешь оторваться, смотришь как чумовой. Набор предметов, любых, которые вам нравятся, и мы пишем свет. Все, этим все сказано. Из света мы родились, и свет пишем, который по-разному отражается от различных форм. Напомню еще про мастер-класс на академичке, который будет с 8 по 11 февраля. Записывайтесь, будем работать серьезно в зимние морозы. Надеюсь, будет хорошая погода. Посмотрим. Это академические дачи под Вышним Волочком имени Репина. Там он бывал. Там, кстати, мы, может быть, сходим на экскурсию. Да не может быть, а точно сходим. И нам покажут, кто там творил. И какие там уникальные произведения созданы, которые вы все хорошо знаете. Так что быть там, писать там – это большая честь. Присоединяйтесь. Бишкек. Замечательные работы, как записаться на ваши уроки. Для этого у меня есть сайт. Заходите на него и записывайтесь на уроки. На сайте есть и мои работы, и школа с уроками, и ближайшие мастер-классы, и вообще то, что на классах вы можете посмотреть, какие-то там фото, видео. Никак не утихнут страсти вокруг ролика, который я снимал на мастер-классе Бато где-то месяц назад, в Санкт-Петербурге. Рулик пишет: любопытно, а что сказал бы Леонардо да Винчи или Микеланджело, глядя на этот веселый идиотизм. То есть, по-вашему, что 50 человек в зале, которые аплодировали мастеру за его живопись, идиоты? Я хочу вам сказать, что я тоже в их ряду 51-й, и можете меня считать таковым же идиотом, но это очень приятное занятие видеть и различать мастерство, живопись, различные подходы, ходы, мышления, которые показывал Бато. Он, собственно, весь этот класс нацелил на то, чтобы люди не боялись писать. Пришли-то художники. Своими веселыми экспериментами он показывал смелость. Ну а по работам, которые там выставлены, можно видеть, до чего доводит эта смелость. Так что не все так идиотически однозначно, уважаемый Рулик. И в психологии, конечно же, известно, что бы человек ни говорил, он говорит о себе. Не забывайте отметиться в журнале, друзья. Ставьте лайки, это очень важно для развития канала. И посмотрите еще одно кино, которое я снимал, будучи на мастер-классе в Калифорнии. Я писал красную машину, старую какой-то «Шевроле», я не помню, «Бьюик», который стоял уже такой полупыльный такой весь около бара, барн, по-моему, не помню, как называется, гараж такой огромный. 7-минутный ролик, я думаю, вам будет интересно. Ну, пока.